Пара-па-па-пау. Всем привет, ребят, меня зовут Владимир. А ты знаешь, где ты? Ты на канале Иновский. А ты знаешь, что здесь будет сегодня происходить? Естественно, ведь все уже написано в превью к видео, да и собственно в названии, и картиночка тебе лежит. И все тебе там написано, положено, и все остальное. Дриджить мы сегодня будем. А у меня запускается игра, чтобы ничего не лаганул, не баганул. Вот тебе, пожалуйста. Админ Russian, привет. Петр Orange Panda, привет. И Филочек, привет, здорово тоже, конечно же, естественно. Слушай, ну сегодня, скорее всего, будет какой-никакой финал. Какой-никакой, никакой-никакой. Скорее всего, будет финал. Я так думаю, потому что у нас по квестам, посмотри, все на месте. Да, Петр, что там, звук нормально? Вообще, посмотрите, господа ребята, чатеры, пожалуйста. Все ли слышно? Меня ли слышно? Тебя ли слышно? Тебя ли видно? Поймать тримбомбона. Фиолетовая фигура. Ну, мы, короче, сегодня похороним всех фигур, которые мы не накормили, естественно. Ну, а что делать? Они погибнут, скорее всего. Вот, Петр, спасибо. Спасибо за модерацию. Спасибо, что стоишь на страже хорошего звука. Посмотри сразу, нигде ли фальшивый пиксель предательский не лежит ли. Я не вижу, вроде нормально. Кирилл Плей, здорово. Смотрим, дриджим сегодня на финальные квесты. Значит, поймать вот это вот все. Мы, наверное, сейчас поймаем сначала, да? А потом пойдем с тобой на финальный квест. Наверное, я думаю так. Потому что потом вот это вот титры начнутся, все остальное. Оно тебе надо? Оно тебе, конечно, надо, да? Ну, не прям вот это вот все. Да. Так, я куда смотрю? Мне нужно поговорить с бешеной мамой. Она мне говорит, привет еще раз, хочу ли я поболтать. Да, насчет редких рыб, которые можно найти. Да, вот. Мне нужен пеликановидный большерот. Где находится? Обитает на самой глубине. Да, и что? Специальные снасти. А где мне искать-то? А что насчет других рыб? Подожди. Это прекрасно, что на самой глубине. Стопосики. А в квестах где-то написано, где он обитает? Что за ерунда? Так не должно быть. Богдан, привет. Сейчас. Да ёкарный Бабаевич. Где редкая рыба? О, большерот и стоп, пеликановидный большерот. Где это находится? Так, мама Бяша, ну-ка рассказывай. Точно у тебя было. Я тебе говорю, я помню. Мама Бяши, Бяша мамы. Где-то она говорить должна мне об этом. Та-та-та-та-та-та-та. Не понял. Я хочу узнать, где их найти. На болотистых. И прячутся в тени деревьев. Ну подожди, ну болотистые это типа мангровые, да? Такое чувство, что здесь просто на каждом материке по редкой рыбы. Есть такое? Не знаю. Мать что-то таит. Кто-то страшный, просто жуть, они охотятся в болотистых водах и прячутся в тени деревьев. Ну, то есть, она мне хочет сказать, что, соответственно, это самое. Получается, болотистая местность — это лохматая коса, скорее всего. Да? Тут мы взяли рыбу на Звездной бухте. Соответственно, нам что? Не, подожди. Мы вот здесь взяли. Мы взяли рыбу на штормовых скалах. А на самой глубине это как будто Звездная бухта по описанию. Есть такое ощущение, но это не точно. Не знаю, может быть, меня это все забесит, и мы просто пойдем и отдадим это, ну ты понял. Финальный квест. А может с финального квеста начать, даже не знаю. Так, ладно, го тогда куда-нибудь. Го на глубину. Посмотрим, что там, но я что-то там не помню. Чтобы там что-то было. По снаряжениям у нас все чики-брики, насколько я помню, да? Мы все можем ловить на всех глубинах очень быстро. Мартик, привет. Посмотрите, заняты были. О, понял. Ну, вот такая, да, Богдан. Это все вот так вот. Особенно, когда с тиммейтами, это все вот так вот. Вот. По оборудованию все в порядке, все нормально. Но вот осталось только вот это вот все. В Скайриме сюжета на 7 часов. Ну блин, а какой прикол спидранить Скайрим? Вообще не понимаю. Поздравляем маму Мартика с днем рождения. Благодарим ее за Мартика.
Желаем здоровья. Ну и все, что пожелает, что уж там. Мечт, видимо. Это что? Это не то. Это просто рыба какая-то. А нам нужна какая-то волшебная. Нам нужна какая-то самая крупная. Какой-то невероятный... Что-то кто-то куда-то. Так, стоп. Мы вот здесь. Ой, это не оно случайно, кстати? Это что-то океанское, но я такого не ловил. Молотоголовая акула. Не, я такую не ловил, но она не квестовая. Так, у нас все, у нас лампа работает. Хоть лампа работает. Dark Souls. Dark Souls? Реально Драк? Реально Dark Souls? Это что, игра про наркомановую душу? Наркодуша? Dark Souls. Петр, что за игры? Ты в какие игры играешь? Так, ну и с Пасхой тоже, да. Ну, как говорится, всех, кто знает, что такое Пасха, всех с Пасхой. Да, естественно. Ну, конечно, да. Давайте заразите мою дорогущую рыбу. Отберите у меня последнее. Где мамина Бяшина мама? Так, ну на глубине. Это такое чувство, что она где-то вот здесь смотреть. Ну, сейчас мы днем посмотрим, короче. А то ночью что-то страшно. Да. Не обязательно, кстати, всем говорить, админ, что ты верующий или неверующий. Скажешь спасибо просто, да и все. Поздравляют же всех, и верующих, и неверующих. Ну, что-то как-то эта рыба сразу стала стоить 60 рублей. Это печально. А, кстати, мы не нашли сокровища. Класс. А я не помню, где они. А я и не знал. Вроде. Чип, привет. Кракена, да вот ждем. Сам жду. Как Кракена-то поймать здесь вообще. Я предлагаю базку включить вот это вот. Где она была-то? Подожди. А, вон так. Сейчас включим базку и попробуем поймать Кракена. Не знаю, что-то должно здесь пойматься, по идее. У нас какая-то квестовая рыба. Написано, что она обитает на самой глубине. Не знаю, можно ли это место назвать самым глубоким. И отпугнет ли, кстати, вот этот свет Кракена днем? Вот это я не уверен тоже. Блин, самая глубина? А где здесь самая глубина? Ну, только где Кракен, наверное, вот тут. Очень похоже на самую глубину. Походу, нам надо ночь ждать, кстати. Но это не точно. Но так может быть. Давай дождемся ночи и включим электростанцию. Или это не электростанция? Короче, какая-то исследовательская станция. До 12, да? Хаба, хорош. Так, генератор, го. На полную мощность. Чпеус. Чпеус, почереус. И поплыли отсюда. Посмотрим, можно ли здесь поймать чего-нибудь. Ай, вот это было не обязательно. Где-то вот тут вот может быть что-то ловится. Я не... вот это вот, кстати... Вот это вот, кстати, интересно. Это что такое? Смотри. Это какая-то шлящ. О! Опа, С. Пеликановидный большерот. Ну, малыш, ну ты же ни на секунду во Владимире не сомневался. Правда? Если нет, то напиши в чат ни в коем случае. Потому что Владимир справился. На 100%. Так, окей. Я пошел продам. Вон туда. И, кстати, расскажу ей сразу, где он водится, чтобы она не грустила так сильно. А то, мне кажется, она грустит. Я ничего ловить больше не буду. Мне кажется, не надо нам здесь ничего больше. Если, кстати, кто-то очень сильно хочет помочь, то может загуглить, где на этой карте сокровища найти. Там вроде написано. А то мы так будем долго искать. Насколько я помню, там просто кто-то. Кот, привет. Здравствуйте. Кот. Поищи, пожалуйста, в гугле, где найти сокровище в игре Дридж. Можно так и загуглить. Сокровище в Дридж. И все сразу найдется. 200 рублей. Нормально, нормально. Так. Вот эти вот сокровища, видишь? Большой обрывок бумаги. Вот эта штука вся называется карта сокровищ. Там написано и накакано в интернете. Но ты не обращай внимания. Просто загугли. И мы быстренько найдем. Спасибо, Слирчик. Так, я хотел починиться.
Прокачку нам не дают. Тут ничего нам не дают. Есть мощный движок, но это дерьмо. Мы не будем брать. Потому что мы с тобой умнее. Правильно? Дридж переводится... Дословно, Google переводчик переводит это как драка. Но здесь есть инструмент драга. Вот это. Переводится как драга. Я так понимаю, дридж это когда по дну скребут какой-то штукой, драгой, и собирают и вытаскивают какие-то штуки. Ну, то есть это типа вот эта вот лебедка называется драгой. И поэтому дридж, наверное, это вот та самая драга. Мне так кажется. А можно? Спасибо. Я забыл рассказать маминой Бяше. Звездная бухта? А зачем мне звездная бухта? Подожди, вот тебе про рыбу. О, здорово. Вот, давай прокачку мне. Как раз таки, сейчас что-нибудь прокачаем. На ночь глядя, как говорится. Так, и собственно, болотистые воды. Да, прячутся в болотистых водах. Соответственно, как тебе звездная бухта? Великолепно. Кристально чистая вода, полиголяна. Чё? Удивительно, как быстро все проходит. Это то есть бойся, через несколько лет понтоны будут выглядеть так же, но, видимо, такова жизнь. Не да, вот это вот глубокий сюжет в игре не обнаружен мной, по крайней мере. Возможно, он, конечно, есть. Если обнаружишь, пиши. Вот. Что-то здесь произошло, как обычно. Кто-то кого-то проклял, мать передала часы, отец что-то там. Вот эти вот часы. Финальный квест, скорее всего. Что-то мне подсказывает. Но это не точно. Опять же, это единственный квест, который подсвечен розовой бумажкой. Я делаю вывод, что он, скорее всего, финальный. Но это не точно. Так, ну все, драгаем отсюда на болотистую местность, получается. В мангровый биом. Жгем себе движок, как дурачок. Не знаю зачем, не стоило. Аслан, привет. Алейкум ассалам. Надеюсь, я правильно вот это все выговариваю. Потому что не так часто я это произношу. Так, ну хорошо. На самой главной глубине мы добыли. Сейчас меня молния, возможно, ударит, кстати. Ни разу такого не было. Вот можем посмотреть, будет ли. Вот, в конце концов, мангровые шмангровые в болотистых местностях под кронами деревьев было написано. Что бы это значило? Потому что здесь все под кронами деревьев, к сожалению. И до конца не ясно, под какими конкретно деревьями это все находится. Так, а Бяшина мама, получается, вон там. Мамина Бяша. Давай мы сразу к ней. Сразу починим. Спрашивать про рыбу я не вижу смысла. Ничего нового нам не скажут. Надо полагать. Но вообще мне в целом интересно, а что-то вообще какой-то... Ну, это чем-то закончится, кроме просто прокачки? Или у нас вот как бы и все. Так, здесь мы все. Блин, здесь дорого. Ну ладно, давай. Оно как бы и везде дорого. Так, верфь. Давай починимся на всякий случай. Ну и все, иго. Сейчас день. Мы можем до ночи... Да твою же мать. Можем до ночи поплавать. И как раз таки ночью поплавать тоже. И как раз таки узнать. Под кронами деревьев где-то что-то водится здесь. Где конкретно, ты меня спросишь? А я тебе скажу, мы можем поплыть по закоулкам, потому что их легко найти. А это что? Это не берется. Вот, видишь, есть закуточек сейчас справа где-то. Где-то вот тут. Лодку бы не сломать только. В принципе, здесь уже как будто бы и не особо опасно. Вот. Шпяус. И как раз таки взорвать можно, скорее всего, нам сюда. Блин, я что, сегодня за 15 минут сюда пройду? Да, вон огромная рыба какая-то плавает. Очень похоже на то, что нам нужно. Серьезно? Гигантский гидросшмекбель. Это он. Я узнал его по улыбке. А это что? Я не хочу собирать... Ну, ладно, давай. Я не хочу собирать драгоценности, в них никакого толку нету. Если там будет кольцо или сережки, мы выкинем их тут прям. Контекст весь собран. Нам не надо. Деньги нам уже не надо. Мы уже богаты.
Бешено богаты. Так, собственно. Отдаем. И, соответственно, с рыбой мы заканчиваем. Потому что рыба нам уже известна. Где там тетя? Вот она. Сейчас починит меня как раз. Я 5 минут поплавал. Корабль поломал. Эйджи. Эйджи такое. Опа. Так. Остается один какой-то квест, кстати говоря. Офигеть, еще и вот это вот все поломали. Остается одно место для квеста в журнале, который мне пока не ясен. Что там должно быть? Здорово, давай поболтаем. Вот тебе рыба последняя. Кайфуй, как говорится. Я старался, а ты покайфуй. Тут все четверо. Ух ты, мне уже показалось, я никогда не доведу эти записи до конца. Хочешь еще чем-нибудь поговорить? Все, серьезно, это все? Да, лохматая коса просто прекрасно. Да, могут тощ, пощбэщ, побабащ. Класс. Все, это, собственно, весь дополнительный квест. Точнее, вся дополнительная цепочка квестов. Спать до утра. Досмотреть, что там дальше. Что еще есть-то здесь? Вообще. В конце-то концов. Концов-то в конце. Каюта. Поручение. Вот в этом месте внизу. Я не знаю. Еще одно место есть под квест, но пока не вижу. Так, давай посмотрим, там похороним, они, пойди, уже все попередохли с голоду. На острове между Лохматой косой и Звездной бухтой. Между Лохматой косой, Лохматая коса и Звездная бухта на острове, соответственно, где-то вот здесь. Кстати, возможно, там была одна красная фигура, по-моему, которую я не брал. Вероятно, этот квест может быть с этой красной фигурой. Ну и опять же, уже что уже? 4 или 3 мы не спасли. Опять же, я даже не знаю, это вообще живые существа или чего. Потому что нам написали, что они якобы померли от голода, бедолаги. Но когда мы привозили им рыбу, они ели только сердце. И что-то не очень-то было им голодно, судя по всему. Это краб? Это краб. Алло, краб. Естественно. Я не знаю, что делать с крабами. И вообще никто не знает. Кажется. Кажется, никто в интернете не знает, что делать с крабами. Да, вот и фиолетовая фигура. Он еще здесь? Ты что, еще здесь? Еще живой, что ли? Нет. Естественно. Кто бы мог подумать. Так, каюта, поручение, минус. Тут что? На острове между Лохматой косой и хребтом дьявола. Между Лохматой косой и хребтом дьявола. Лохматая коса и хребет дьявола на острове. Ага. Как дела у кого? Как выходные проводите, в конце концов? Я сходил в кино на польский дубляж на мультипликационную картину «Кот в сапогах. Последняя жизнь». Мне очень понравилось, я всем рекомендую. Это очень стильно, это смешно. Особенно если ты взросленький, тебе будет очень смешно. Если ты пока еще не взросленький, тебе будет немножко смешно тоже. Это же мультик, в конце концов. Вот, мне очень понравилось. Понравилось все. И польский дубляж тоже. Было очень занятно, увлекательно и познавательно. Что-то я там позапоминал, но уже, естественно, забыл. Это я имею в виду польские слова. Так, а чё, собственно, где? Где ты, фигура? О, это не та фигура. Это спасибо. Это я не хотел такого. Может быть, не на этом острове, кстати. Такое тоже может быть. Праздновал день рождения отца. Прекрасно. Получается, желаем отцу Петра здоровья, успехов. Нам вот сюда, скорее всего, да? Петр, загугли, где находится сокровище в Дридж, пожалуйста. Если у кого-то недалеко поисковая строка, загуглите, пожалуйста, сокровище в Дридж. Просто у меня есть карта, и я мог бы найти сокровище, но говорят, там просто лут. Но можно было бы найти. А чё нет? А вдруг там какой-то предмет еще, какой-то квестовый, супер квестовый. Такой квестовый, что прямо что капец. Что прям как в твоем любимом квесте.
Так, что там фигура? Фигура, где ты? Ну ты же точно должна быть здесь. Сейчас я корабль поломаю себе окончательно. А что это там за такие следы красные? А, это вулкан же, ну да. Насколько... Ага, понял. Дважды бит. Ну класс, не здесь. В ночи. Ищем фигуру. Фигура, не молчи. Подай знак. Ага. 100 раз подал. Так и чё, блин? И где я должен найти фигуру? Тут тоже не было. Блин, вероятно, это из-за ночи, кстати. Я не вижу нифига. Такое тоже может быть. К сожалению, сейчас только вечер. Наверное, надо переночевать. Куда-нибудь сюда. Сокровище в игре Дридж. Просто сокровище Дридж. И я думаю, на все, что надо, найдется. Есть здесь карта просто. Я не уверен, что я по-быстренькому найду. Потому что там буквально пару островов и компас изображены. И больше ничего. Ястреб закричал. Так, ну вот этот хочется остров исследовать. На тему фигуры. Была же здесь какая-то фигура. Вот тут, где-то. Где-то здесь, он. Я тебе говорю, блин, в ночи фиг найдешь. Хотя, казалось бы, фонарик мощный есть. Что-то не так, фигура откисла. Бывает же такое. Никто не мог предполагать, но так случилось. Все, последний квест остался. Если, дорогой друг, ты вдруг смотришь этот стрим и играешь в эту игру, что, конечно же, невероятно просто, я тебе рекомендую вот эти фигуры выполнять в первую очередь. Бенди, привет. О, вот тебе и Бенди подъехал. Почти не опоздал. Последняя серия игры. Квадрат С3 расположен к западу от вышеупомянутого острова. Квадрат С3. С3. Все, Петр, спасибо. Петр, имба, я полетел. Шпяус. Сейчас. Время темной магии. И на С3. Что-то там где-то, да? Ага. Да. Что-то я видал. Я тоже что-то подгугливал. Мне было тоже непонятно, интересно. Чтобы долго потом не искать. Да, эту игру можно закончить. Представляешь, у нас сегодня последний квест. Вот же он. Вот этот. Да, ё-моё, вот этот. Пяу. Я не знаю, что там, чем кончится и пойдут ли титры. Но как минимум собрать все квесты. Пожалуйста. Это можно. Мне игра, в принципе, понравилась, но я немножко разочарован в сюжете. Потому что мне анонсировали невероятный какой-то глубокий сюжет. Я пытался читать все это время. Да. Poppy Playtime, нет, не проходил. Не проходил такого. В голосовании такого я не видел. Короче, пытался читать все это. Что-то как-то не знаю я. Либо до меня не дошло очень сильно. Я нашел там в записках какую-то связь между тем, что поплыл какой-то человек, мужчина с какой-то человеком, женщиной в какое-то путешествие, типа свадебное, и что-то у них там произошло. И мать подарила часы, и часы там что-то не того. Вот, цепь, да, цепь. Прямо по поверхности воды покачивается сундук. Цепь уходит куда-то вглубь, и вот это вот все. Я открываю, нахожу вот это вот все. Да, это, по-моему, оно и есть. Если не ошибаюсь, то Петр все правильно нам подсказал, потому что там должна была быть цепь. Насколько я помню, ориентир должен был быть такой. И все, ни хрена здесь квестового нет. С3. Сокровище находится на С3. Да, вроде Петр оно. Я думаю, что да. Мне говорили, точнее не говорили, я находил, что где-то должна была быть цепь такая большая. И типа в районе этой цепи надо было искать сокровища, но мы нашли сразу сокровища. Если ты будешь играть, то имей в виду, пожалуйста, С3. И все. И молодец. Можешь даже карту не искать. Вот эту вот. Которая забила мне пол инвентаря. Ну и все, кстати, что мы вообще что?
Мы двигаем опять магией своей, вот этой вот неправославной. А, она заряжается еще. Печально. Игра для чила. Вот это игра для чила? Или Peppy Playtime? Просто если Peppy Playtime игра для чила, то я лучше в нее не буду играть, потому что ее никто не будет смотреть. Вот в чем проблемка. Игра понравилась, среднячок? Вот это вот? Да, и я думаю, да. Не знаю, если бы я проходил ее один, я бы... В какой-то... Мне, знаешь, как анонсировали эту игру? Что она будет сначала скучноватой, но потом станет интересной, и сюжет будет в конце глубокий. Получилось, что я что-то... Самое увлекательное для меня было здесь, это... Это самое... Прокачивать лодку. Я прокачал лодку, в итоге и все как бы. И больше ничего и не произошло. А что это вообще? Это рынок? Я могу это продать? Не могу. Класс. А что я вообще могу? Ага, понял. Могу 2 раза нажать на одну вкладку. Это мое любимое вообще. Так, это я продал. Это я не могу. Это тоже. Карту продать не могу, поэтому выброшу. Она мне и не нужна, получается. Абсолютно. Я не знаю, я сохранил вот эту вот всю прокачку. Потому что я не знаю, куда и что с ней делать. Возможно, она пригодится, но это не точно. Это не точно так сильно, что, скорее всего, совершенно неправильно. Поэтому мы не будем тратить время и двинем. Наверное, продадим ювелирку, очистим полностью все, что у нас там есть. Да. Это в основном рыбалка. Я не знаю, здесь повествование больше текстовое, но... Наверное, чтобы сейчас нам понять всю сюжетную супер-мега развилку там и вот это вот все, канву, нам надо будет просто заново перечитать вот эти вот все каютные сообщения, которые мы в бутылках нашли. И, возможно, можно их упорядочить просто по календарю, да? Март, июнь, август, сентябрь. Неизвестно. А, ну это, скорее всего, последняя записка. Да? Грузовая декларация, та-та-та-та-та. То есть, наверное, если перечитать это все в хронологии, то, возможно, будет понятно. Но пока я находил, не особо я там прям что-то понял. Ну, точнее, если я даже что-то и понял, то я ничему вроде бы здесь не удивлялся прям. Ну, нашли... Ну да, окей, проклятие. Мать подарила часы, они там что-то там почитали. Вот, ну, не знаю. Какой-то резкий прям поворот я не зафиксировал. Как говорится, резкий поворот не зафиксирован. Мной, не обнаружен. Возможно, я сейчас протыкаю все сообщения. Мы, может быть, быстро их прочитаем каким-то образом. Возможно, что-то уловим. Но это, наверное, мы сделаем после прям уже прохождения. Когда вдруг появятся новые какие-то события. Да? Идеальный сюжет. Но это с моего пересказа он может быть такой не очень. Может быть, на самом деле он получше. Давай сейчас узнаем. Сейчас продадим. Все это великолепие, которое мы нашли в тайнике. Класс. И починимся, и прокачаемся. Вот тебе ловушка новая, а вот последняя. Вот опять же, где найти 4... Сейчас расскажу. Типа 4 сюда, 6, 5 сюда, это 9. И еще 5 сюда, 14. Где найти еще 14 прокачки? Я не знаю. Вот этот глаз наверху показывает нам тревогу. Если ты про этот глаз. Типа, если мы ночью плаваем, нам тревожно. Какой еще глаз? Какой еще может быть здесь глаз? Вот этот вот глаз, это фонарь. Он квестовый. Мы его нашли, мы с тобой большие молодцы. Вот. Я запасался вот этими штуками. Я не знал, зачем нам это все надо. Если вдруг появится еще какой-то строительный квест, то у меня на него уже будет до хрена деталей. Вот. Есть ощущение, что может появиться такой квест. Потому что слишком как-то мы быстро и просто прокачали лодку, особо не напрягаясь. Опас, все, понял. Че там, швартуйся уже. Швартовец. Давай, смотрим. Стоп, артефакт с нами. Все нормально. Поехали.
Вы поднимаетесь по сломанным ступенькам к старому особняку, волны бьют базальтовые скалы вокруг. Перед тем, как переступить порог, вы замираете. Отдать реликвию, я отдаю. А, вот он, выходит под аккомпанемент непрестанного тиканья. Что входит? Ты принес карманные часы. Вы достаете часы, их некогда застывшие стрелки теперь необъяснимым образом ритмично подергиваются, безуспешно силясь продвинуться вперед. Вы кладете часы перед коллекционером. Ух, я уже некоторые десятилетия их не видел, но механизм звучит все так же неприятно. Или приприятно. Короче, как-то. Момент. Дали нам ачивку. Ачивок, кстати, в стиме в этой игре очень довольно много. Мы открыли половину. Там нужно выловить всех рыб. Там нужно прокачать полностью все. Там нужно вот это вот все. Ну, короче, если тебе нравится проходить игры на 100%, в этой игре тебе будет что поделать. Теперь наша коллекция собрана. Должен признаться, я удивлен. Не думал, что тебе хватит упорства, чтобы довести это до конца. Ну да. Подписчики моего канала тоже не думали, что мне хватит упорства. Теперь, когда 5 реликвий у нас, остается только одно. Выключить и удалить. Полагаю, теперь ты уже знаешь. Знаю что? Я не знаю. Скоро ты все поймешь. Давай. Нам осталось совершить один последний вояж. Ну, ритуал, очевидно. На этот раз я отправлюсь с тобой. Я готов. Внимание, начинается финальная часть игры. С этого момента прогресс не будет сохраняться. Продолжить? Да. Мы дела все закончили с тобой основные. И можем двигаться навстречу титрам. Повторно предупреждаем. Да. Yes. Повторно. Все, финишная прямая сюжета. Реликвии мы возьмем с собой. Надо подождать, пока не сгустится туман. Если повезет, море не узнает о наших намерениях. Поехали, мы ждем ночь. Ну да, Бенди. Ну не знаю, блин, я не то чтобы я не хейчу эту игру. Не хейчу игру, но она такая. Получилась не настолько занимательная, насколько бы хотелось. Пора. Нам нужно отправиться в открытое море к западу от Большой Соли. Место отмечено на твоей карте. Мог бы и не объяснять, просто отметить. Плывем сразу к нужной точке. С таким важным грузом в открытом море долго находиться не стоит. Поспеши. Коллекционер на борту вашего судна. Стоп, а коллекционер кверх ногами? А, его не видно. Блин, ладно. Мы все сделали, мы все прокачали, мы поймали рыб, которых надо было поймать. Бешеной маме подсказали. Теперь просто валим. Все, нам даже вон маяком подсветили ее. Карный бабай. Вот это да. Я надеюсь, мы сейчас увидим Ктулху, и я надеюсь, мы его поймаем. У меня в начале игры возникло ощущение, что это замкнутая временная петля, потому что мы находили разбитый такой же корабль. И нам мэр города, Малой Соли или Большой Соли, говорил, что предыдущий рыбак был негодный, не мог даже плавать и тоси-боси. У меня возникло чувство, что он описывает нас. И возникло ощущение, что наш рыбак находится во временной петле и просто по кругу проживает этот период времени. Проверим мои смелые предположения. Мы на месте, коллекционер. Здесь у нас ее отняли, и здесь мы наконец ее вернем. Только здесь и нигде больше. Высокая стоимость рубля и адекватное правительство. Мы вернем его здесь и сейчас. И только благодаря всему, что мы достигли. Давай. Мы открываем книгу, и начинает он зачитывать вслух свой рэп. Судя по орнаменту, это Оксимирон. Освободить затерянное, застывшее во времени. Он бросает за борт карманные часы. Вот дурак, я их так долго искал. Скованный цепями в глубине. Он бросает за борт ожерелье. Вновь привязанный к этому миру. Он бросает за борт себя, блин, кольцо. Отворить дверь в звездное небо. Он вставляет ключ в замок шарманки. И так похоронить уставший мир. Он бросает за борт шкатулку и вообще и деньги, и бабки свои. Все бросает. Все нахрен бросил. Книга потерялась тоже. Освобождение, ачивка получена. Сюжетная. Сейчас Ктулха подымется, я тебе говорю. Но я вооружен, если что. Труп матери? Что это? Кто это? Это жена его? Кто это? Это человек. Это Человек-паук. О! Это женщина. Так что, коллекционер, получается, потерял свою любимую здесь? Типа того? Тити, смотри на горизонте. Заткнусь-ка я. Красивая музыка здесь. Мистическая. This is the end.
Шедевр. Ну его... ну это эти знамения мы видели, правильно? Это типа плохая концовка, я так понимаю. Да, все разрушилось, все в огне. Тут несколько концовок, да, это плохая концовка. Почему мне говорили, что эту игру сделало 4 шведа? Я вижу тут целую Швецию. Что? Эту игру не сделали 4 шведа. Какого? Микки, привет. Шапка сохнет. Ты чё, ты видел тут кораблекрушения какие были? Ну что сказать? Плохая концовка. Я так понимаю, что? Что я понимаю? Артефакты были злом. Чувак воскресил Ктулху. Совершил там что-то. Проклятие. Нас предупреждали. Нас предупреждали, что будет мракобесие и все умрут. Вот. Я так понимаю, что вот эти вот дяденьки в капюшонах, которые кушали сердца рыб заказных, как это называется? Деликатесных. Они могли, наверное, что-то исправить. Наверное, они могли дать мне какую-то сюжетную ветку на еще один квест, возможно, на котором я мог бы, наверное, что-то исправить или сделать что-то по-другому. Но, черт побери, я не понял, что они могут умирать, если не поедят сердце. Соответственно, вот это вот все. Там пишут нам в группе. Не знаю, Микки, ну... Те, кто пишет в группе, те молодцы. Если я написал, что у меня сейчас стрим, я не смотрю то, что написано в группе. Кому непонятно, можешь написать. Вот. Соответственно, что? Не знаю я. Перепроходить заново на хорошую концовку? Не знаю. Если хочешь разобраться, прям углубиться в сюжет, то, конечно, можешь. Сейчас титры кончатся. Если нам дадут хотя бы записку перечитать, там, я не знаю. Вот. Мы можем посмотреть. Mountain Blade 2 не скоро. Очень сильно не скоро. Настолько не скоро, что даже не скажу тебе. Дальше. Чего у нас тут? Титры? Пропускать не будем? Мы же уважаем всех этих людей, правильно? Да, перепроходить мы не будем точно, это 100%. Ладно, спасибо 4 шведам. Не знаю почему, не знаю, кто запустил эту информацию. Вот. Но я вижу, что здесь целая команда и возможно, даже вот это вот все. Галерея жизни. Слушай, я думаю, концовка как... На самом деле, у Лавкрафта, насколько я знаю, все концовки такие. У него все время все умирают, по итогу предзнаменование происходит, случается, и все погибают, и Ктулха побеждает. Я на самом деле не против. Ктулху тоже молодец, как бы. Очевидно, что мы гости в этом мире. Да? Вот, Микки, то, что там пишут, прости, я еще раз повторяю, если в группе Дискорда, кстати, в которой ты можешь перейти по ссылке в описании, и наверху вон там, ну, в чате, ну, ты смотришь записи, поэтому тебе зачем это? Если ты пишешь, если ты находишься в группе в Дискорде, я всегда туда скидываю анонс ближайшего стрима, который, как правило, в течение часа начинается, потому что мне так усильно удобно, а иначе я не могу просто из-за работы. Вот. Соответственно... Если я скинул стрим, не надо писать в группу ничего и ждать, что я прочитаю, потому что я не прочитаю. Вот. Потому что я на стриме. Добрый день. Короче, чё, я жду просто, пока титры кончатся. Нет, игра нормальная, хорошая игра, это хорошая игра. Без ерунды. У нее есть DLC, если что. Рядом с домом коллекционера есть мастерская, которая закрыта. Вот, если ты купишь DLC, оно недорогое вроде как. И игра, кстати, хотя вообще-то игра нормально стоит. Это не AAA, но это дорогое инди. Вот. Есть DLC на мастерскую, она открывается, там открываются какие-то еще парочку квестов и что-то там еще тоже. Ну, я не знаю, насколько тут есть что добавить к этому сюжету. Добавит ли тебе DLC особенных эмоций или игровых ощущений, какого-то игрового опыта, не знаю. Но ты можешь проверить и узнать. Это что такое? Это Language Project Lead. Ну вот, пожалуйста, переведенные языки. Италия, Германия, Франция. Да? Или это что, Spanish?
Корея, СПЧП, Калягана, возможно, это китайский, ну, возможно, тайваньский, фиг его знает, азиатский какой-то, японский, русский. О, спасибо большое. А, кстати, эта игра есть на польском. Я не видел там про польский, но был. Вот, так что какие 4 шведа, блин? Тут целая команда, блин, только переводила, мне это все кажется. Вот. Да, японский, да. Там было несколько просто языков с иероглифами, несколько, поэтому не думаю, что там дважды японский написано. Вот. Поэтому ждем, пока титры кончатся. А, вот еще начались, да, какие-то команды с других стран. Возможно, вот это переводы. Причем русский человек, русский автор, написано Владимир. Володимир — это украинец. По-русски Владимир, а по-украински Володимир. Господа, я считаю, это несправедливо. Если эту игру переводил украинец, там нужно написано украинец. Написано Володимир — это украинское имя. Разработчик, ты не прав. Не надо так говорить. Я считаю, это нельзя. Это преуменьшает заслуги человека. Он работал. Если он Володимир, то он украинец. Так, что я тебе обещал? Почитать тебе записочки, которые ты очень сильно хотел. Давай, хорошо. Смотри, у нас тут по порядку что-то происходит. Да, игра закончена. Для тех, кому не интересно дальше ничего уже, может вырубать. Мы помолвлены, собираемся пожениться. То есть 6-7 марта он сделал ей предложение, да? Под какой датой она не знает, потому что это было ночью между 6 и 7. И она очень рада, и кольцо очень красивое, усыпано драгоценными камнями. Кольцо мы находили как артефакт. Есть такое? Есть такое. Вчера огласили завещание мать. Так, подожди. 1 июня. Март, апрель, май, июнь. Через сколько-то месяцев, буквально недавно, после события, 4-3 месяца, огласили завещание матери. Конечно, было так-то так, часть имущества, покляка, нам пытач, и однажды так. Она, подожди, большая часть имущества дошла ему, естественно, он ее сын, а ей она пожелала, чтобы мне достались ее карманные часы. Это странно. Мать передала в наследство сыну, естественно, наследство, а жене сына почему-то завещала часы. И она не знает почему. Не может отделаться от чувства, что это завуалированный упрек ей. И однажды, может я однажды опоздала, не могу припомнить. Что-то произошло. Так, 20 августа. Спустя 2 месяца. Утро 2-го дня нашего медового месяца. Окей. Так, острова Соли, вокруг острова Соли. Мне нравится, как здесь скалы у них. Все это красиво, рельеф. Места для рыбалки, супер. Он дал нам корабль моего Так, стоп. Вчера он назвал корабль джунгли. Даже провел целую настоящую церемонию для этого события. Кажется, хотели отбросить все вещи со странным названием. Сокровища океана, тоже красивое название. Кажется, он решил приготовить меня к сюрпризу, устроил пикник в средней части рубки. Виднеется уголок корзины. Обожаю, жизнь романтичная. Так, окей, эта информация крайне важна нам. Вчера, так, 21 августа. Следующий день. Вчера на отмеле позади Большой Соли случилось небольшое происшествие. Перед носом возникла скала. Она не пробила корпус, но нас сильно качнуло. Несколько вещей упало за воду. Мы увидели, что именно пропало, и это меня немного беспокоит. Мы проверили, вроде все самое важное на месте. Он постоянно сверяется с заметками по поводу церемонии переименования корабля. Боится, что сделал что-то не так. Раньше я не замечала за ним суеверий. У меня не хватает одной записки. Ну и а какой Бенди нам не хватает записки? Ну-ка скажи мне. 9 сентября. Какой даты? Какой даты не хватает, чтобы мы понимали, где у нас пробел? Давай. Если можешь, хотя как ты скопируешь сообщение записки, наверное, никак. Ладно. Хотя бы дату напиши, чтобы мы знали, где у нас пробел. 9 сентября. Ну, ты это видишь? Понял. Я понял. Я думал, ты загуглил. Хорош, понял. Тогда мы не знаем, какую записку мы пропустили. Кстати. Он все еще отказывается брать меня на борт. Когда выходит ловить рыбу, считает, что мне будет скучно или команда поведет себя неподобающе. Возможно, на борт, типа, он не берет ее в море. Да?
Я слишком много висну на нем, я понимаю, просто начну скучно дома. Ну да, недавно он установил на корабль оборудование для поднятия осмотра обломков. Драга, вот этот, тот самый аппарат для поднятия со дна. Вдруг мы поднимаем со дна какие-то, поймаем секретные сокровища какие-то мы, да? Да, Бенди красавчик. Мне так не терпится начать, надо уговорить его вот это посмотреть. Так, 9 сентября. 14 сентября, буквально недавно, буквально сразу через пару дней. Я не писала уже несколько дней. На меня что-то нашло, странный холод, затуманенные мысли. Не могу согреться, уже что-то не перепробовала, несколько строчек заляпано, в основном. Они доставали один мусор, но в итоге подняли с дна большой сундук, при виде которого шепоток. Я отчетливо помню, что происходило дальше. С легкостью он вскрыл сундук, без поднятия треснула палуба, выпала какая-то алая ткань. Это случайно не книга там? Так. А дальше у меня в ушах зазвонил рокот волн. До сих пор не слышу ничего. До сих пор его не слышу. Он уставился и раскрыл сундук, а затем обернулся ко мне. В его глазах была пустота. Вероятно... Так, ну это же и все же получается уже. Ну вот, грузовая... Стопы. Кажется, я будто не чувствовал тепла уже долгие годы. Я не жду, что он мне что-то напишет. Мне просто надо знать. Он должен вернуться. Я написала ему еще одно письмо. Родной, наконец-то я тебя нашла. Когда ты ушел, внутри меня словно все рухнуло, но сейчас чувствую себя почти целый. Осталось только одно. Выброси меня обратно. В море? Хорош. Судно пустая, Так, Михаил Шевченко, это я не знаю, кто это. Куплено в магазине кварцевой соли, сниженной цене. Сейчас, подожди, что там? Следующая игра, у нас в голосовании следующая игра. Пока неизвестно, но она будет известна в среду, до среды. Что-то поиграем, не знаю, посмотрим, не думал еще. Шаманка из дуба, деревянная маска, чайный сервиз, банка с землей. Шаманка куплена по низкой цене у антиквариата. Деревянная этническая маска. Чайный сервиз 12 предметов. Не использовалась и банка, в которой, как утверждается, находится земля с места падения метеорита. Грузовая декларация мне ни о чем не говорит, честно говоря. Голдспит и сын, малая соль, 22 декабря. Получена сумма в размере серебряное желе, себя. Применение также получено $3, на гравировку покупателя, заказное письмо. Вот этого тоже не догоняю я, что это такое. Ну и класс, ну принято, куплено. Что-то там отреставрировали. Наверное, в этом есть какой-то смысл, но я не улавливаю. Ну, взяли, отреставрировали. Какую-то записку я не взял. Записка рыбака. Пучина неба, пучина. Печать сундука сорвана, сердце тумана. 5 восход. 5. Мы не 5 предметов случайно собирали. Ну, наверное. 5 восход, он знает. Остается только сказать тебе, что рыбу мы не собрали. Мы собрали почти 3/4 рыбы, наверное. Примерно 84 из 120. Я, возможно, многого не уловил в этой игре. Возможно, записки переведены не очень понятным языком, по крайней мере, на русский. У нас нет одного квеста. И плохую концовку мы посмотрели. И получается, что все... Где мы не ходили? Мы плохо ходили вот под хребтом дьявола. Там может быть записка. Ладно, давай 5 минуток еще сплаваем. У нас же есть это время, да? У нас еще есть с тобой это время. Его еще целая гора, кстати. Вот, мне кажется, что вот в этом районе справа я вообще не бывал, как будто бы. Можем посмотреть. По крайней мере, надо днем просто эти записки искать. Потому что если ночь, то оно как бы и все. Туда мы не ходили, можем посмотреть. Записки странные, да. Не знаю, не дает мне цельной информации. Я не собираю это в кучу. Окей, по итогу он выкинул жену за борт. Он выкинул что-то какой-то там. Нашел алую ткань. Алая ткань, это вот, наверное, книга была замотана. Может быть, в алую ткань, не знаю. Там же что-то было. Коллекционер что-то говорил про алую ткань. Или мы заходили, и там что-то он доставал какую-то алую ткань. В ней была книга, что-то такое. Вот, и, скорее всего, коллекционер это и есть ее муж.
Правильно? Спасибо, Микки, спасибо, перегрев. Вот, и скорее всего, чё, ну мы хотели воскресить жену, мы воскресили жену. Мы молодцы, и Ктулху такой, ну, жену воскрешай, меня тоже. И тоже воскрес, представляешь? И все. По итогу, а я здесь был вообще? Не помню этого места. О, безопасная гавань, ачивка получена. Мы не были здесь. Вы причаливаете возле старой грибной лодки. Видите человека, который склонился над костром. Что-то бормочет себе под нос. Вы осторожно приближаетесь. О, старый мэр. Ты бросил ее обратно. Кого? Я не понимаю, о чем вы. Кого? Книгу. Стоп. Ну нет, не бросал. Слушай, может быть он думает, что мы тот рыбак, да? Тот моряк. Думаю, вы меня с кем-то путаете. Да, вы точно меня с кем-то путаете. Мне привиделось, это действительно ты, правда? Кто я, по-вашему? Он отворачивается, заламывает руки и начинает говорить, обращаясь к огню. Это был он и его жена. Будь она неладна. Они выловили ту старую книгу. Некрономикон, небось. Но что-то скрыто в тумане. Пришло за ней, и через корабль, и бум. Все так же обращаясь к огню, человек шамкает и гудит, изображая взрыв, и широко размахивает руками, словно рассказывает ребенку страшную историю. Оно заговорило, сказала, что заберет каждый наш вздох, ибо скоро в них не будет надобности, а затем обрушится тьма. Очередное признаменование. Ну, да понятно. Я понимаю, чертовщина, я понял, да. Вечность спустя нескольких из нас вынесла волной на берег, и его тоже, все еще с этой книгой в руках. Бросьте ее обратно, закричали мы, когда туман начал выползать на берег. Думал, что все, что еще можно исправить, но нет. Что за книга? Алое серебро, книга, покрытая кровью. Вы бредите. Ха. Брось ее обратно. Мужчина крепко зажмурился, сдерживая слезы, его голос стихает до шепота. Прошу тебя, смотрительница... Что? Смотрительница маяка. Она видела. Она знает, откуда все пошло. Куда ее нужно вернуть? Смотрительница что-то знает? Больше о книге. Алое серебро, алое серебро. Он раскачивается зад-вперед, глядя сквозь пламя. Понятно. Чуть-чуть с ума сошел. В нем скрыта та погибель, что поднялась со дна. В нем зло. Неужели ты не почувствовал? Я уже ли почувствовал? Она все видела. В тот проклятый день. Спроси ее, умоляю, спроси ее. Он замолкает, на его лице ничего нет. Ты понимаешь, кто нас предал? Ну, я понял. Получается, записку-то мы найдем, нет? Так, ну это мы здесь. А, мы здесь. Давай немножко здесь посмотрим. И отправимся к смотрительнице маяка, потому что что-то она темнит, походу. Что-то я с ней, видимо, мало разговаривал. Или невнимательно. Как-то не очень я с ней разговаривал, походу. Так, нет. Я хочу вот в эту сторону. Подплывем к вот этому вот дьявольскому острову поближе. Я с этой стороны не плавал, не ходил. Здесь может быть что-то, но это не точно. Ну, по крайней мере, посмотрим. Так, ну я не вижу. Всякое вижу, записки не вижу. Ладно. Ну давай в эту сторону тоже грибанем тогда уже. Раз такое большое дело. Могла бы где-нибудь и здесь плавать, на самом деле. Справедливости ради. А в голосовании будут ли в сообществе? Я, кстати, да, я, наверное, вот сейчас пораньше мы стрим закончим, я сделаю голосование во вкладке сообщества. И в среду мы сложим количество голосов и как раз выявим победителя, игру победителя, которая будет на следующем стриме. Вот эта местность меня еще тоже интересует. Я здесь тоже что-то как-то редко бывал, но сейчас ночь. И есть ощущение, что мы тут сейчас ничего не найдем.
Мы просто не увидим. Спасибо. Да. Потому что бутылки не так сильно светятся, чтобы их было прям видно. Нет, будут стримы. Да, среди будут стримы, только я пока не определился, какие. Какие-то будут. Может, зайчика пройдем за ветку неудачника, кстати. Она как раз, наверное, на 3 дня. Хотя, кстати, на следующей неделе я работаю это сам. Да, вот, может, Planet of Zombie GV2, может, поставлю. Она всяко ненадолго. Так, чисто хотя бы посмотреть, что за игра вообще. До среды дело в том, что я на этой неделе буду работать со второй смены с обеда. Во. И, соответственно, стримы будут утренние. И тебе будет, естественно, очень сильно неудобно. Ты будешь либо на работе, либо ты будешь в школе. Где-то ты будешь. Поэтому, возможно, посмотрим, что вообще будет. Может, я вообще что-нибудь, какой-нибудь видос сниму. По каким-нибудь Pocket Rogue. Или... Даже не знаю. Что-нибудь еще. Короче, посмотрим. Ну, я не вижу никакой здесь... никакой бутылки не плавает. Сюжет, значит... А, подожди, мы к смотрительнице плывем, правильно? Опа. Опа, рандомные скалы. Да, вот. А, ну вот. Ну, короче, стримы будут утренние. И вообще, я хотел бы 2 недели стримить, 1 неделю выпускать видосы, потому что работаю неудобно. Во! Что такое? Что вы знаете о серебряном... о серебряном серебре? Она вздрагивает, при этом упоминает о книге. Ты меня спрашиваешь? Спустя только времени. Сам прекрасно знаешь, что ее нужно вернуть. Она смотрит на вас взглядом полным жалости. Тебе нужно жить дальше. Ради нее, тебе самого. Возьми себя в руки и избавься от этой гадости, разнося. Ну, теперь у меня возникает ощущение, что это не коллекционер ее муж. Нас же нашли на берегу. Это мы выкинули свою жену. Да, наверное, после стрима. Нас в начале игры нашли на берегу у разбитого корабля. И люди меня узнают и говорят мне, что это я там нашел книгу. Я не понял тогда, почему мэр притворялся. Ну, то есть, получается, это мы замутили всю эту штуку. Это мы ее утопили. Мы... это наша история в записках, я так понял. И бабка нас сейчас узнала. И, собственно, вот это вот все. Ну, это, да, мутный сюжет, конечно. Я стараюсь сегодня не думать, нам всем больно об этом вспоминать. Иногда ночью мне до сих пор кажется, что я слышу шум двигателей от кораблей, будто плывет мимо бухты. Но я знаю, что его уже нет, и больше не хочу об этом говорить. Ну и все. Ну, такая загадка получается. Нет, Ктулху это не наша душа, Ктулху это, ну, существо, которое здесь живет. А мы провели обряд. Мы отдали ему, скорее всего, все артефакты, которые должны были как-то там его пробудить. И принесли ему жену в жертву. Потому что книга нас, скорее всего, свела с ума там или загипнотизировала, типа того. Ну, короче, записки про нас и про нашу жену, и в конце... Вот. Ну и в конце, как говорится, Ктулху... И Ктулху с ним. Короче, на сегодня все. Спасибо тебе, дорогой чатер, за внимание. Подписывайся на канал Public Steam Instagram, комментируй, ставь лайки. Комментируй, пожалуйста. Комментируй, пожалуйста. Это не просто фраза в конце. Коммент напиши. Напиши: я люблю Владимира Яновского. А я напишу тебе в ответ: красавчик, я тебя тоже люблю. Вот. Сделаю вкладку сообщества сейчас. Не вкладку, а запись с голосованием. Вот. Голос тоже ставь, будем голосовать, суммировать. В Discord переходи, там актуальные новости, общение и все остальное. И до встречи на следующем стриме. Пока.